Docker Hub — это центральный репозиторий образов для контейнера, который, как я не раз говорил, является репозиторием по умолчанию для команды Docker Run, либо же команды Docker Pull. Проще говоря, это как GitHub, только не для кода, а для уже готовых приложений и окружений, упакованных в образы. В этом видео мы рассмотрим следующие темы. Это как искать образы и отличать официальные от пользовательских, какие образы лучше использовать и почему, зачем нужна регистрация, как скачивать образы и поговорим немножко про альтернативные репозитории. И давайте разберемся, как тут найти какой-нибудь образ. И для примера я попытаюсь найти, наверное, самый популярный докер-образ — это Nginx. Для этого есть два способа. Первый — это выполнить на самом устройстве, где стоит докер, команду docker search nginx. Но вот будет не особо приятным, поэтому рекомендую второй вариант. Давайте я сейчас продемонстрирую, как это выглядит. Так, я пишу docker search nginx. И как видите, да, есть список, тут звездочки, официальный, неофициальный пишет, но все равно нет тегов и все равно смотреть не совсем удобно, да? И для того, чтобы нам было проще, мы идем на сайт docker.hub.com, то есть hub.docker.com. И, собственно, попадаем на сайт со всеми образами Docker. И тут в правом верхнем углу мы можем вбить, собственно, то, что нас интересует. Я пишу Nginx и нажимаю Enter. Так, и как вы видите из вывода, тут 283 980 образов. И вы, наверное, испугались, но не пугайтесь, не все они вам будут нужны. Отсюда логичный вопрос: какой образ мне выбрать? И ответ будет прост: выбирайте официальный. Но как теперь узнать, какой из этих 283 тысяч образов официальный? Собственно, справа у нас есть фильтр, мы сразу здесь можем отфильтровать. И здесь по фильтру я могу, собственно, выбрать Docker Official Image, то есть официальные образы Docker. Соответственно, я тыкаю на галочку, и все. Вот мой официальный образ. То есть я буду использовать его. Ну и второй вариант, как, собственно, понять, что это официальный образ. Официальный образ просто имеет такое название — Nginx. Неофициальный же имеет имя образа такое, то есть наименование здесь пишется обычно производитель какой-то, автор, а потом уже, собственно, образ. Но это, собственно, verified, так что это тоже, в принципе, нормальный производитель. Если же мы переходим в какой-нибудь конец, то мы видим здесь вот имя пользователя, который загрузил образ, и сам, собственно, образ Nginx. То есть это уже не официальный, не verified, это уже пользовательский образ. Такие скачивать я вам не советую. Но если вдруг вы где-то прочитали статью, и пользователь выложил, то сперва все-таки нужно прочитать докер-файл. И также помимо официальных образов есть еще и следующий. Это усиленный образ докер, то есть вот этот, да. Это образы, максимально заточенные на безопасность. Тут минимальное количество уязвимостей, урезанный состав пакетов, отключены лишние компоненты, выполняются регулярные обновления безопасности. Проще говоря, это облегченные и защищенные версии стандартных образов. То есть вот у нас есть какой-то образ official, и у того же образа будет и Docker Hardened Images. То есть все по максимальному вырезано, и, соответственно, меньше уязвимостей вы получаете. Теперь есть Verified Publisher. Это подтвержденный издатель. Это образы от известных вендоров, допустим, Microsoft, Redis, Elastic и так далее, а не от случайных пользователей. Использование таких образов дает вам следующее. Понятно тут, кто автор, соответственно, поддержка есть, высокое доверие к такому образу, потому что, вендор не будет, да, делать что-то такое, что подпортит его репутацию. Регулярные обновления, ну и минус — это может быть иметь ограничения по лицензии. Но я такое встречал редко. И можно использовать такие образы, если нет официального. То есть, если же мы сейчас ищем Nginx и есть официальный образ Nginx, то, собственно, использовать Verified Publisher смысла нет. Если только там Verified Publisher, допустим, не знаю, там какой-нибудь Vim выложил Nginx, который работает конкретно с Vim, в таком случае, конечно, можно и выбрать и Verified Publisher от Vim. Ну, это я образно, да, там, понятно, не Vim, может быть другой любой вендор. Просто мне что в голову пришло сейчас, то я и сказал.
Так, теперь спонсорское ПО с открытым исходным кодом. Это образы open source проектов, которые поддерживаются официальными организациями или сообществами. Используя таких образов вам дает следующее. Это открытый код, все прозрачно, вы всегда можете посмотреть, что там в коде происходит. Активное сообщество, ну, собственно, не у каждого, конечно, open source проекта активное сообщество, но все же. Регулярное обновление, ну, тут тоже зависит от команды, да, которая выпускает этот образ. Минус — это нужно будет анализировать докер-файл перед использованием. И, соответственно, код тоже. Вы не знаете, да, что туда все-таки поместили, поэтому лучше все посмотреть. И, собственно, последнее — это пользовательские. Создаются обычными пользователями, то есть вы можете сами залогиниться на Docker Hub и, собственно, закинуть туда свой образ. И кто-то может даже им пользоваться, если это будет, конечно, какой-то хороший образ. Какие преимущества могут быть настроены под конкретную задачу? То есть там, не знаю, вы настраиваете какой-то мониторинг, не знаю, из какого-то там образа собрали свой образ, где какие-то настройки уже есть. И, собственно, в следующий раз вы можете выложить, и в следующий раз просто одну команду выполнить и не тратить там несколько часов на настройку продукта. Ну, содержит доп. Инструменты, вы, соответственно, сами, да, решаете, можете поставить туда пакеты какие-то, Curl, там, не знаю, сделать Alpine, закинуть туда еще кучу проектов и собрать и выложить его на Docker Hub. Минус — неизвестно, что внутри докер-файла. Опять-таки нужно смотреть докер-файл, ковыряться в образе и рассматривать, чтобы не было там ничего такого проблемного. Ну и могут не обновляться годами. Логично, да. Обычно пользователь, который не слишком погружен в эту тему, он не заморачивается там про безопасность, не смотрит никакие патчи, он сделал образ, у него все работает. Соответственно, он обновляет уже только тогда, когда у него этот образ мертв, то есть контейнер, когда уже не работает, когда что-то новое вышло и есть какие-то уже ограничения по версиям, только, скорее всего, тогда и будет обновляться образ. Так как я упомянул уже не раз про Docker-файл, давайте я покажу, как, собственно, это посмотреть. Official Docker Image. Так, вот я выбираю Nginx. А здесь я выбираю какой-нибудь тег, допустим, последний, да, 1.29.8. И, собственно, я сразу на GitHub попадаю, и здесь есть этот Docker-файл. А докер-файле у меня уже было видео, да. И в идеале, если это пользовательский, да даже если не пользовательский, советую вам все-таки иногда смотреть эти докер-файлы. Здесь команда run, переменный, from, Debian — это образ, это основной образ, об этом я уже рассказывал. Ну и, собственно, команды копии, открыть порт 80, использовать порт 80, собственно, сама команда выполнения. В пользовательском здесь может быть что-то спрятано плохое, и вы должны найти это плохое и решить, использовать все-таки этот докер-файл или нет. То есть это все на ваш страх и риск. Так, теперь давайте разберемся, что, собственно, выбрать и почему. И приоритет у нас такой. Первым делом мы ищем official image. Всегда ищем сначала official. Если нет, смотрим verified publisher. Уже потом, если этих двух нет, уже можно смотреть sponsored open source. И только потом обычные пользовательские образы. Но если у вас организация помешана на безопасности, такое, да, возможно, не всем нужно прям урезанное все, но если вам это обязательно, есть какое-то условие, то, конечно же, нужно смотреть сперва hardened image, то есть усиленный образ докера, о котором я рассказывал чуть раньше. Когда полезны пользовательские образы? Как я уже говорил, это образы, которые может загрузить каждый. Конечно, доверие к таким образам меньше, чем у других, но иногда они могут оказаться лучшим решением, чем официальный образ или вообще единственным, если задача, которую решает образ, специфическая. И почему такие образы могут быть полезными? Они могут быть уже настроены под конкретную задачу, ничего не нужно городить, ничего не нужно настраивать, вы делаете Docker Run, то есть поднимаете контейнер с этого образа, и все у вас работает. То есть человек облегчил вам задачу, да, облегчил вашу работу. Содержит дополнительные инструменты, которые вам могут быть необходимы для работы, да, то есть там всякие пакеты могут быть добавлены, и вам уже не нужно будет ничего ставить. Ну, иногда это бывает, как я уже говорил, единственным вариантом для специфических нишевых задач. Какие минусы? Неизвестно, что внутри. Обязательно смотрим докер-файл, как я говорил. Это обязательно. Могут содержать уязвимости, и эти уязвимости никто может и не устранять, в принципе. Целыми годами или вообще никогда. Теперь зачем нужна нам регистрация? Наверное, самая частая причина регистрации — это возможность загружать свой образ в репозиторий. То есть хранить свой образ где-то в интернете.
Просто без регистрации у вас сделать это не получится. То есть первое — это загрузка образов в репозиторий. Второе — это Docker Hub позволяет делать приватный репозиторий. То есть все, что мы сейчас смотрели, это публичный. После регистрации вы можете создать приватный репозиторий, и доступ к нему будут получать только конкретные люди, например, сотрудники вашей организации. Но нужно помнить, что это продукт сторонних разработчиков, и что будет завтра, никто не знает. Поэтому я рекомендую для этого разворачивать свои локальные репозитории, и об этом у меня есть видео. Сейчас сверху где-то выйдет подсказочка. И еще одно — это увеличение лимитов. То есть про приватный мы поговорили, теперь увеличение лимитов скачивания. Хотя вы вряд ли упретесь в этот лимит, но он есть. И лимит — это 100 скачиваний за 6 часов. После регистрации лимит уже 200 скачиваний за 6 часов. Но это на пользователя. Соответственно, вы можете там посоздавать пользователей и уже качать гораздо больше, чем по умолчанию. Давайте рассмотрим, как зарегистрироваться. Для этого все на том же сайте. Делаем sign up, пишем email, имя пользователя, пароль. Ну, либо же персональный. Можно также залогиниться через Google, либо через GitHub. У меня аккаунт уже есть, я сейчас просто залогинюсь. Так, и здесь у меня есть уже мои собственные образы, которые я закачивал. И вот, собственно, мои образы. То есть, видите, да, как я уже говорил, здесь идет имя мое, то есть у мой логин, да, и потом уже имя моих образов. То есть, еще раз, так мы отличаем пользовательский образ от какого-то другого. То есть имя слэш образ. И, как я говорил, здесь можно сделать приватный репозиторий. Давайте для примера я сделаю тест. Сделаю private. И теперь он виден только мне. И по умолчанию, как мы видим, я могу создать всего лишь один приватный репозиторий. Конечно, чтобы использовать приватный репозиторий на полную, придется купить подписку. И здесь мы можем добавить, собственно, кого-то еще, кто сможет иметь доступ к вашему приватному репозиторию. И давайте сразу я продемонстрирую, как, собственно, загрузить какой-нибудь образ на Docker Hub. Для этого первая команда, мы используем Docker Login, собственно, логинимся на Docker Hub. Понятное дело, что у сервера устройства, на котором вы сейчас это выполняете, должен быть доступ в интернет. Логин succeed, потому что сейчас до этого я уже логинился. Если же вы делаете это в первый раз, придется написать почту, логин и, собственно, пароль. Дальше нужно сделать Docker Tag. Но для начала давайте я выведу свои имиджи. Так, у меня тут сейчас 3 имиджа. И давайте для примера я просто переименую Python 3.11 Slim. Для этого я пишу Docker Tag, то есть просто меняю тег. Здесь я могу написать что-то другое, неважно, все, что мне по душе. Могу просто написать Py 3.11 Slim. Об этом у меня есть видео, сейчас я углубляться в это не буду. И теперь смотрите, я говорил, да, различить имя образа какого-то человека можно по тому, что сперва идет имя этого человека, имя пользователя, а потом уже образ. Соответственно, чтобы докер понял, что нужно сделать push именно на Docker Hub моего пользователя, я должен здесь указать имя пользователя. Если же приватный, то, соответственно, также здесь тест пишем. Так, тег я сделал. Давайте еще раз проверяю образы. Да, все отлично, он вот есть. И теперь я просто пишу docker push. Pull — это мы забираем образы, push — это мы отправляем образы. В моем случае сейчас на Docker Hub. И видите, да, полный путь вот такой. Docker.io, то есть это интернет. Дальше имя моего пользователя, имя образа. Ну, тег здесь уже не указывается. Так, хорошо, Docker. Отлично, я вышел и попробую залогиниться заново. Возможно, я под другой учеткой логинился. И смотрите, по умолчанию, когда мы выполняем просто Docker логин, у нас пытается открыться браузер. То есть на том устройстве, где вы это выполняете. У меня, соответственно, здесь браузера никакого нет, и поэтому так зайти я сейчас не смогу. Я зайду через конкретное указание пользователя. То есть я пишу Docker логин, использую опцию U и пишу имя пользователя. И указываю пароль. Так, все, логин succeeded. Но сейчас, смотрите, даже сразу есть предупреждение. Наш логин, пароль хранится не зашифровано
в таком-то файлике. В идеале, конечно, делать логин через браузер, но у меня браузера нет, либо же использовать другие варианты хранения пароля. Но сейчас я погружаться в это не буду. Если необходимость есть такая, то пишите в комментариях. И еще раз я пытаюсь сделать push. Да, теперь все пошло. Просто до этого, получается, я был залогин под другим пользователем. Соответственно, другой пользователь не может пушить в репозиторий моего пользователя. Так, все, отлично, все загрузилось. Иду в свой репозиторий публичный и вижу вот мой образ, да? Открываю его и вижу здесь единственный тег. Кстати, можно нажать на этот тег и посмотреть, собственно, свои, которые создавались. Про свои у меня тоже есть отдельное видео. Теперь давайте рассмотрим, как скачать образ Docker Hub. Если вы смотрели мои предыдущие видео, то вы уже знаете, как это сделать. Если не смотрели, кстати, советую посмотреть. Чтобы просто скачать образ, можно воспользоваться командой docker pull и передать имя образа. Ну и второй вариант — это уже когда мы используем команду docker run, которая создает контейнер и, собственно, также скачивает образ. И как мы уже знаем, у каждого образа есть тег. И по умолчанию у нас тег latest. То есть, если я просто пишу nginx, то здесь по умолчанию подставляется тег latest. Об этом я уже тоже говорил, но сейчас повторимся, да? Есть также конкретная версия. Это, допустим, я вот писал бы вместо latest сейчас здесь 1.25, да? Есть образы Alpine, то есть это образы на базе Alpine Linux, маленький размер, меньшая уязвимость. Есть Slim, уменьшенный Debian образ, тоже без лишних инструментов. И, соответственно, если мы там используем какую-то версию, допустим, Nginx, есть Nginx также Alpine, то мы пишем, допустим, тег 1.25, то есть это версия, да, Nginx, и уже, собственно, сам Alpine. То есть помимо того, что мы указываем конкретную версию Nginx, так мы еще и качаем именно Alpine версию. Ну и, допустим, качаем мы 1.25 Alpine. Выполняем команду docker pull, и образ скачивается к нам на локальную операционную систему. Также список всех тегов я уже показывал, да. Мы заходим в репозиторий, пишем здесь nginx, сразу выберу official, и вот они, собственно, все эти теги. Также мы можем выбрать здесь тег, здесь именно, допустим, 1.30.0, и нам тут сразу выдается команда, которую мы можем скопировать и просто выполнить на своем устройстве, где стоит докер. Допустим, я делаю копии, захожу сюда и делаю docker pull. И все, собственно, образ скачался. Здесь я не пишу ни Docker Hub, ничего. В Docker Hub используется по умолчанию docker.io. Также можно теги посмотреть здесь. И в этой графе мы сразу видим уязвимости. То есть видно, да, образ, который был запущен 6 дней назад всего лишь, уже имеет какие-то уязвимости. Собственно, поэтому и иногда приходится использовать защищенный версии образа. Так, теперь мы поняли, да, что есть Docker Hub, но он не единственный. Почти каждый крупный вендор имеет, собственно, и свои репозитории. То есть Microsoft есть Microsoft MCR. То есть когда мы делаем Docker Pull, мы пишем MCR Microsoft.com и уже конкретно образ, который скачивается с Microsoft. То есть это URL. Есть, конечно же, GitHub, GHCR.io. Есть Google, GCR.io. То есть каждый крупный вендор, по сути, имеет свой репозиторий. Допустим, давайте сейчас я перейду на майкрософтовский. То есть вот этот URL меня интересует. И, собственно, вот он репозиторий Microsoft. Здесь я могу выбрать, допустим, application framework и выбрать, там, не знаю, net runtime, да. И, собственно, вот что я должен написать, чтобы его скачать. Здесь то же самое, теги. И, соответственно, я копирую имя образа, я копирую эту строчку и пишу docker pull mcr microsoft.com .NET Runtime 9. То есть образ runtime.net будет скачан именно с Microsoft. Если же здесь я не буду писать, а, допустим, напишу просто .NET Runtime 9, то образ будет скачиваться с Docker Hub. Ну, а здесь его, соответственно, нету. То есть, еще раз, чтобы скачать Runtime, мне нужно было написать docker pull, пишу mcr microsoft.com, это адрес реестра, то есть URL адрес Microsoft.
Дальше я пишу .NET Runtime, имя образа и, собственно, тег. И теперь, собственно, какой же реестр выбирать. Да, бывает такое, что и образы, допустим, какого-то вендора есть также на Docker Hub, но, как правило, это просто ссылки на тот или иной репозиторий. И не факт, что именно на Docker Hub образы будут обновляться так же часто, как, допустим, самом на репозитории самого вендора. Поэтому все же, если вы используете какое-то специфическое от вендора, то есть, как я сейчас показал, да, .NET — это майкрософтовский, соответственно, лучше скачивать с Microsoft, а не использовать Docker Hub, даже если там такие образы есть. И на этом у меня все. Буду рад вашим комментариям, лайкам, подпискам, если все окей. Если же есть какие-то пожелания, также не стесняйтесь, пишите об этом в комментариях.